Если вы только пришли на рынок, либо долго сидите у нуля, либо сливаете, вам сегодня реально очень повезло, что вы нарвались на это видео. Возможно, вы нарвались на него случайно или, скорее всего, вам его кто-то посоветовал. Сегодня вы получите 3 шага, как конкретно нужно делать сделки. Мало того, что вы получите стратегию рабочую, она реально работает, она реально мне приносит деньги, и нашим студентам, которых мы обучаем, тоже приносит деньги. Кроме того, я также постоянно буду ссылаться на бесплатные вебинары, которые находятся здесь на YouTube. Вы будете их смотреть, запишите их, и после того, как вы просмотрите это видео, будете их изучать. Таким образом, посмотрев вот это вот небольшое видео, я вам составлю, по сути дела, комплексное понимание рынка, и вы будете получать рынок комплексно, все вместе. Не как-то отрывочно будете изучать, а все получите в комплексе. Просто делайте то, что я вам говорю, и успех будет неминуем, это 100%. Вот стратегия, которая позволяет зарабатывать деньги на рынках. Причем позволяет не только мне, позволяет нашим студентам и позволяет любым другим людям, которые ее используют. Это не моя авторская стратегия. Когда я только начинал, мне ее рассказали. И вот я вам ее рассказываю. Она состоит из 3 шагов. Шаг номер 1. Вам необходимо определить тренд. О том, что такое тренд, я вам оставлю ссылку на бесплатный вебинар. Он находится здесь на YouTube. Посмотрите, будете это понимать. Кратко, тренд – это перемещение минимумов и максимумов в одном диапазоне, в одну сторону. В нашем случае бычий тренд, когда у нас формируется новый минимум ниже предыдущего и новый максимум ниже предыдущего, мы получим уже медвежий тренд. И тогда мы здесь будем искать сделки на движение вниз. Кроме того, что тренд есть растущий, то есть бычий, медвежий, то есть падающий, бывает еще также боковик, когда у нас каждый последующий минимум-максимум движется в одном диапазоне. После того, как вы определили тренд, вы определили направление своей сделки. Грубо говоря, если тренд растет, вам необходимо искать сделки только на покупку. Если тренд падает, вам необходимо искать сделки только на продажу. Ну и, соответственно, если боковик, вы стараетесь найти сделки в боковике. Про боковик я вам тоже оставлю ссылку на вебинар. Посмотрите, будете понимать, что такое боковики, и будете их правильно интерпретировать и, главное, зарабатывать на этом. Следующее, что вам необходимо поставить уровни. На эту тему я вам тоже оставлю вебинар, будете смотреть и будете понимать, как их строить правильно. Тема достаточно сложная, но если вы ее не посмотрите, если вы ее не поймете, у вас уровни никогда не будут работать, и вы примкнете к такому лагерю, который кричит постоянно, что уровни не работают. Я говорю, что уровни работают, я на этом зарабатываю, наши студенты на этом зарабатывают, вы тоже будете зарабатывать. Главное правильно строить уровни. Благо есть соответствующий вебинар, ссылку на него оставлю, посмотрите, тоже будете правильно строить уровни. Вам необходимо построить уровень и дождаться пробоя. Вот вы построили уровень. Рынок у вас идет, рынок должен пробить этот уровень. Это шаг 2. То есть вначале определили направление движения, в нашем случае наверх. После этого построили уровень, дождались его пробоя, здесь у нас происходит пробой, и теперь шаг 3. Вам необходимо дождаться отката и подтверждение. Откат – это возвратное движение, то есть в обратную сторону, когда рынок вновь идет к этому уровню. И вот здесь вам необходимо дождаться подтверждения, то есть ситуации, сигнала, который укажет вам, что рынок собрался идти дальше наверх. Что может служить подтверждением? Любая разворотная фигура. Я зачастую торгую вот такие сигналы. Рынок у нас идет, например, давайте разберем бычий пример. Откатывает, вот здесь у нас откат. После этого у нас происходит снижение волатильности, то есть свечи становятся небольшие и происходит рывок наверх. Это у нас называется подтверждение. Это не какая-то закономерность, просто рынок по-другому работать не может. Связано это с тем, что здесь появляются лимитные ордера покупателя. Покупатель здесь выставляет свою заявку, поэтому у нас свечи снижаются, и поэтому происходит последующий рывок наверх. Это признак того, что в рынок заходят капиталы. Если мы хотим заработать, нам необходимо заходить вместе с капиталами в рынок. И вот это как раз таки сигнал, что капиталы зашли. Я вам тоже оставлю ссылку на материалы о том, что такое сигнал. Тоже есть отдельный бесплатный вебинар. Посмотрите, будете понимать этот вопрос. Будете строить и искать сигналы правильные, будете на этом зарабатывать. Также возможны различные варианты. То есть вот эта базовая модель, сужение-расширение она называется.
Это базовая модель. Бывают модели немножечко сложные. Например, у нас движение вниз, происходит импульс вниз, происходит потом импульс, давайте вот это пусть будет. После этого происходит у нас импульс наверх и происходит движение, например, вот так наверх. Это тоже рабочая модель. Если мы соединим вот эти две свечки, например, мы тоже получим снижение волатильности и появление, например, здесь хвостика. Следующая модель, когда рынок подходит к уровню, может быть вот такие хвостики. То есть появляются большие хвосты и небольшое тело у свечи. После этого происходит движение наверх. Это все об одном и том же. То есть это, по сути дела, одна и та же модель, только она немножечко выглядит по-разному. Это связано, опять-таки, с внутренней конструкцией рынка. Посмотрите вебинары, на которые я ссылаюсь, будете понимать этот процесс, почему именно так это работает. Ну и также возможно, например, вот такие варианты. Снижение волатильности, импульсы на снижение волатильности появляются вот такие вот, например, хвостики. Пожалуйста, вот эти модели, которые я сейчас нарисовал, сделайте их скриншот. Либо лучше сделать фотографию на смартфон. Потому что делайте скриншоты, 100% забываете. А тут у вас всегда есть телефон под рукой. Можете открыть фотографии и посмотреть. Например, себе знания освежить. Сфотографируйте, это лишним не будет. Иначе потом забудете. В одно ухо влетит, в другое вылетит. Давай еще раз с тобой проговорим. Шаг первый. Определяем тренд. Это позволяет нам определить направление нашей сделки. То есть мы либо покупаем, если тренд бычий, продаем, если тренд медвежий, либо торгуем от границ боковика, если у нас в рынках боковик. О том, что такое боковик, как правильно его торговать, на все это я вам оставлю ссылку, как понимать тренд и что такое боковик. Шаг второй. Вам необходимо дождаться пробоя, вам необходимо построить уровень, дождаться, когда рынок пробьет этого уровня. В этот момент мы не делаем ничего, у нас только шаг второй, это вот условия, да, в которых это все появляется. Шаг третий, мы ждем отката к этому уровню и ждем подтверждения, то есть вот здесь мы ждем сигнала и входим в дальнейшее продолжение, то есть входим по тренду. 3 шага. Ты, наверное, сейчас думаешь, неужели так все просто? Да, черт возьми, так все просто. Понятное дело, что у вас не будет 100% положительных сделок. В долгосрочной дистанции вы на этой стратегии сможете брать примерно 60-70% положительных сделок. Я беру около 72-73. Вот конкретно по этой торговой стратегии. Мы ее тестировали, мы ее пробовали и так далее. Даже, по-моему, у нас было исследование на эту тему, я его публиковал на YouTube, тоже ссылку оставлю. То есть около 70% здесь есть положительных сделок. Конечно, здесь необходимо ставить свои стопы. Стопы здесь обязательно должны стоять. Также вы должны ставить и take profit. О том, как правильно строить и стопы, и take профиты, тоже вам оставлю ссылку на YouTube. У нас очень богатый канал, куча материалов мы уже выпустили к этому моменту. Что касается стопов, это очень важная тема. Ее нужно проходить в комплексе. Не получится посмотреть ролик 5-10 минут и правильно выставлять стопы. Не получится так. Даже если вы найдете какую-нибудь гениальную торговую стратегию, которую написал там лауреат какой-нибудь премии там или получатель, собственно говоря, Нобелевской премии, она у вас не будет работать, если вы не будете ставить стопы и фиксировать убытки. Если вы этого делать не будете понимать, как конкретно это делать, вы будете всегда деньги терять. Поэтому стопы очень важно учитывать, очень важно их строить правильно, в правильных местах. На все это я вам оставлю соответствующие материалы. Сейчас мы будем с вами это все торговать, эту стратегию в 3 шага. Будем ее торговать на симуляторе рынка. Я хочу вам показывать идеальные примеры, чтобы у вас было представление, как это вообще использовать. Это видео, которое я сейчас публикую, не моя проверка как трейдера, как я хорошо торгую, сколько заработал и так далее. Моя проверка есть в отдельных видео. Я вам оставлю ссылку на свою живую торговлю, где я не знаю истории рынка и зарабатываю на это. Также в плейлисте с моими сделками вы можете встретить мой торговый отчет, где я показываю свою доходность на протяжении 5 лет. Вы можете убедиться, что я реально зарабатываю, что я это беру не от головы. Я всегда делаю такие дисклеймеры, когда торгую на симуляторе рынка, потому что каждый раз появляются хейтеры, которые мне постоянно пишут: покажи это на реальном рынке. Уже несколько лет я это показываю на этом канале на реальном рынке, чтобы вы убедились, что это реально работает. Но чтобы вам пройти качественное обучение, понимать качественный материал, который я вам передаю, я это, конечно, буду показывать на исторических данных, чтобы показывать вам очень хорошие примеры, чтобы у вас была
в голове картинка, на которую нужно ориентироваться. Будем сейчас торговать фьючерсный контракт доллар-рубль. Будем использовать таймфрейм 5 минут. Стратегия, про которую я сегодня рассказал, она работает на любом таймфрейме, но без шизы. То есть на секундных графиках я не знаю, будет ли она работать, у меня есть большие сомнения. Также вряд ли она будет работать там на полугодовых, на годовых графиках тоже она вряд ли будет работать. Но 5-минутка, минутка, 30 минут, 15 минут, час, два, недельки. Недельки я никогда не торговал, вру, дневки я торговал. То есть от минутки до дневки 100% это работает, потому что я там это использовал, я там это торговал. Ниже минутки и выше дневки под вопросом я не могу дать гарантии, потому что я не торговал такие таймфреймы этой стратегией. Итак, перво-наперво, с чего нам необходимо начать, это определить тренд. Какой здесь тренд? Ну, нетрудно догадаться, что мы находимся в нисходящем тренде. Вот у нас есть максимум. Обратите внимание, под максимум я подразумеваю хотя бы несколько свечей в одну и в другую сторону. То есть у нас в данном случае, свечей 3-4 в одну сторону, 3-4 в другую сторону. Вот это максимум считаться не будет. Вот это тоже не максимум. То есть это просто какой-то откат или что-то в этом духе. Вот это тоже максимум считаться не будет. То есть нам нужно именно большой какой-то крупный максимум и минимум. Здесь, опять-таки, вот 3-4 свечи я говорю, но это все я выдумал. Я выдумал, потому что, хотя бы на что-то ориентироваться нам необходимо, да? А вы должны посмотреть на графики и увидеть какие-то крупные максимумы и минимум. Вот у нас, например, минимум, да? Вот у нас максимум, вот у нас минимум. То есть крупные какие-то отскоки вверх и вниз. Я думаю, здесь не нужно как-то проделать какие-то дополнительные усилия, да, так, чтобы это понять. Далее, вот у нас максимум ниже предыдущего. И вот у нас минимум ниже предыдущего. Мы находимся в структуре нисходящего тренда. В этой связи какие мы будем искать сделки? Мы будем искать сделки только с продолжением вниз. То есть только сделки на продажу. Следующий шаг, нам необходимо построить уровни. Как правильно строить уровни, я вам оставлю ссылку. То есть вы посмотрите этот вебинар, будете понимать этот процесс детально. Здесь мы можем ориентироваться на самые крупные волны, которые происходили. В нашем случае у нас этих мест на самом деле немного. Самая крупная волна сформированная, которая уже была сформирована. Вот у нас крупная волна сформирована. Вот у нас крупная волна сформирована. Эта крупная волна еще не сформирована. То есть, возможно, рынок дальше пойдет вниз, тогда сформирует эту волну. Поэтому мы здесь не ставим уровни. Верх и низ волны и будет являться уровнем. То есть, соответственно, у нас вот здесь уровень. И где-то вот здесь уровень. Давайте поставим это все в терминале. Итак, построили здесь уровни. Теперь рынок пробил наш уровень. И нам необходимо дождаться откат с обратной стороны. Вот здесь уже мы ищем определенный сигнал, который я вам указывал. И вот появление нашего сигнала. Я увеличу сейчас график, но когда вы будете торговать, пожалуйста, не делайте так, как я сейчас делаю. То есть основная ошибка, очень часто у начинающих график выглядит подобным образом. То есть тут 3 свечки видно. Это делать неправильно, так вы никогда не проанализируете график. Чем больше вы откроете данных, тем лучше. Вам нужно посмотреть рынок в комплексе, да, в совокупности. Но чтобы вам сейчас глаза не сломать, потому что все-таки это записывается для YouTube, я сейчас увеличу, чтобы вы видели более детально. Вот мы подошли к этому уровню и обращаем внимание, вот у нас появление этого сигнала. То есть у нас появляются небольшие свечки с импульсным движением вниз. Здесь мы можем заходить в продажу, где выставлять свой стоп-приказ. Стоп-приказ можете поставить вот сюда, но тогда есть риск, что его выбит вот такой шпилькой. Если выбит, ничего страшного, если вы действительно все сделали правильно, при сохранении сигнала просто перезайдете. Можете поставить его повыше, то есть вот у вас есть волна, вот середина этой волны, то есть поставить чуть-чуть выше середины. С тем расчетом, чтобы как раз таки на вот эти вот болтанку какую-то. Я делаю короткую позицию, выставляю здесь стоп-приказ, то есть примерно плюс-минус в этой области. Take Profit нам необходимо поставить у ближайшего уровня. Ближайший уровень либо вот эта сформированная волна, то есть мы можем данную волну уже использовать как ближайший уровень. Но тогда у нас будет плохое соотношение риска к прибыли, и все-таки это уровень такой, достаточно локальный. Опять делаю отсылку на соответствующий вебинар у меня на канале. Либо можем смотреть на более глобальные вещи, то есть построить уровень примерно где-то вот здесь. Вот здесь у нас есть уровень, давайте его обозначим. Вот этот уровень.
И, соответственно, сюда мы ждем рынок и поставим свой take profit примерно где-то в эту область. Прошу обратить внимание, что если вы пропустили, например, вот эту точку входа, рынок нам опять дает ту же самую точку входа, тот же самой логики. Вот у нас сформированная волна. Давайте этот уровень передвинем вот сюда. Теперь у нас здесь находится уровень. И здесь точно так же мы видим появление сигнала. То есть уровень был пробит. Мы сделали к нему откат с обратной стороны. Тренд у нас нисходящий. Вот у нас появление сигнала. Вот у нас снижение свечей с последующим импульсом вниз. Давайте здесь тоже сделаем небольшую сделку. Тоже сделаем сделку на продажу. А take profit поставим, в принципе, сюда же, потому что у рынка уже заканчивается запас ATR. Про ATR я в этом видео еще не говорил. И вот говорю вам впервые. Тоже оставлю ссылку на ATR. Будете понимать, что такое ATR, чтобы это использовать. И вот рынок исполнил наши take профиты. То есть вот у нас профит. И вот у нас тоже профит. Рынок дошел до нашего уровня. Давайте повторим еще раз с вами 3 шага этой сделки. Первое. Определяем тренд. Тренд определяем по движению минимумов и максимумов. Второе. Ставим уровни, ждем пробоя уровня. Третье. Ждем отката и ждем подтверждения. Не забываем ставить стопы. А не забываем ставить take профиты. Самое главное, конечно же, стопы. И не забываем про ATR, ссылку на которую я тоже оставлю. Я начал видео с того, что необходимо изучать трейдинг комплексно, шаг за шагом, поэтапно. Вы никогда не добьетесь успеха, если будете изучать рынок отрывочно, калейдоскопом. То есть сегодня что-то одно узнали, завтра другое, там, тут и так далее. У вас в голове каша образуется. Это относится не только к трейдингу, к любой сфере. Самостоятельно выучиться любой сфере невозможно. В очень редких каких-то случаях это практически невозможно. Трейдинг одна из самых сложных вещей, которая вообще в целом существует на этой земле. Вы не сможете освоить его самостоятельно. Это, черт возьми, факт. Но проблем здесь я лично не вижу никаких. Вам и не нужно пытаться все это освоить самостоятельно. Я уже давным-давно выпустил свое обучение. У меня есть качественная программа обучения, с помощью которой вы шаг за шагом, поэтапно, потихонечку будете узнавать первое, второе, третье, что вам конкретно нужно сегодня сделать, завтра, послезавтра, что вы делаете, когда открываете рынок, как вообще в целом торговать. Вы получите четкие инструкции, что нужно делать. Вы будете знать, что конкретно делать в той или иной фазе рынка. Самое главное, вы научитесь зарабатывать деньги на рынке. Здесь нет ничего сложного. Так же, как я зарабатываю, так же, как мои студенты зарабатывают, так же, как мои партнеры зарабатывают, вы тоже сможете зарабатывать. Здесь реально нет ничего сложного. Плюс вам сейчас очень сильно повезло с временем. Сейчас, серьезно я вам говорю, вот кто бы вам что ни говорил, и я понимаю, что сейчас все кричат «караул, караул, все пропало», но сейчас реально все трейдеры зарабатывают очень много. Палку втыкаешь в монитор, она начинает работать и зарабатывать деньги. Почему так? Потому что рынки двигаются, они двигаются волатильно, и вы можете на этом очень быстро зарабатывать. Вам не нужно, собственно говоря, ждать, когда рынки развернутся, ждать идеального момента. Вы занимаетесь трейдингом, вы можете зарабатывать как на росте, так и на падении. И сейчас вот эта болтанка, она позволяет на этом зарабатывать очень много. Я тому живое подтверждение. За этот год я заработал больше, чем за все остальные. Это подтверждается фактами, понимаете? Это подтверждается документально. Я думаю, что вы сможете сделать то же самое. Ну, реально нет ничего сложного. Ссылку на все оставлю в описании. Главное, делайте то, что я вам говорю. То, что я говорю, нужно делать. Если вы этого делать не будете, зарабатывать не будете. Делайте то, что я вам говорю, начнете тоже зарабатывать. Желаю вам удачи. Зарабатывайте. Счастливо.